Вот последний мой вопрос будет касаться как раз поддержки. Есть ли она от государства с учетом того, что сейчас происходит? Получаете ли или рассчитываете вообще на нее или нет? А, Пока мы ничего не получаем, но мы ничего пока и не просили. Вот. То есть я пока не очень понимаю. Дело в том, что у нас за аренду мы не платим деньги, штатных сотрудников у нас нет, да, Мгм. и ну как-то, в То есть общем, мы нет оснований запрашивать какую-то помощь, да, получается? ну да, да, то, что нам самим кушать хочется, это понятно, ну, то есть это не основание для того, чтобы запросить помощи у государства, это надо как-то, видимо, самим решать. Вообще, музей это у нас, вы тоже говорили про то, что вы разговариваете с бизнесменами и с предпринимателями, вот слово предприниматели. Мгм. Вот, знаете, ну, плохие мы предприниматели, в смысле предпринимательства. Да. Это такая наша большая игрушка, которую мы любим не потому, что игрушка – это пренебрежительное слово, а музей – это наше детище. Это наше детище. И это на первом месте. Вот. Предпринимательство у нас как-то так плохо с ним. Не знаю. Мне Это кажется, вы недостаточно. стесняетесь этого слова просто почему-то. Нет, Вот. нет, мы не стесняемся, просто мы не живем заработками от музея. Ну, то есть этого недостаточно, и мы не делаем какой-то специальных шагов для того, чтобы это заработало. Ну, то есть сильнее. У нас потрясающая аудитория у наших музеев. Потрясающая. Это люди думающие, люди интересующиеся, люди, которых мы, в общем-то, большинство из них мы понимаем с полуслова, а не с полуслова. До нас надо доехать специально. Мы не в Угличе, не в Мышкине, мы где-то посередине. И нас эта аудитория очень устраивает, потому что мы общаемся с интересными людьми. Мы обмениваемся с ними информацией, знаниями, эмоциями. Учма и вообще наши места, они как раз созданы для того, чтобы подумать о себе, о своем месте в жизни. И вот и это не стеснение предпринимательства, я не говорю, да, а просто я очень боюсь, что если мы все-таки будем вынуждены зарабатывать и ставить музей на такие рельсы потока, и будет нормальное предпринимательство, которое, ну, в общем-то, всегда хорошо, если оно здоровое, то может уйти, ну, некое очарование уединенности, которое у нас пока что существует. Анатолий Голубовский приходит в комментарии с вопросом. Андрей и Лена, привет. Лена, на соцдистанции, когда открываешься, понятно ли это? Известно ли уже, когда все закончится и начнется полноценная работа музея? Ох-охо. У нас, ну, не вам рассказывать, что все-таки Ярославль это не Москва в смысле здравоохранения. А мы-то вообще в деревне сидим, у нас даже фельдшер так это, в общем, непонятно как. Мгм. Вот. И я пока боюсь, что не стоит рисковать и открываться. То есть я, правда, сшила какое-то гигантское количество масок для наших посетителей. Может быть, буду потом, когда как-то утихнет, все-таки предлагать. Ну, в подарок уже, да, это не Мгм. продавать. Вот. Но вообще очень хочется сберечь наших местных жителей от этих испытаний, да и самих себя хочется сберечь от этих испытаний. Не знаю, не знаю. Паники нет, но рисковать чужими жизнями как-то тоже не хочется. Интересует, что у вас? Как вы встретили карантин? Насколько вы были к нему готовы? На каком этапе сейчас? Ну, я думаю, что в полной степени к этому быть готовым было, пожалуй, что и невозможно. Да, и февраль, и март мы чувствовали приближение каких-то принципиально новых для нас обстоятельств работы. Вот. Но все равно это произошло достаточно неожиданно, потому что адаптироваться пришлось в первую очередь психологически достаточно долго, наверное, недели полторы-две. Вот мы находились в ситуации, когда было достаточно нервозно из-за этой глобальной неопределенности и в целом в мире. Ну и, естественно, у нас на рынке
на рынке книготорговли, на рынке издательских услуг. Здесь все достаточно тоже сложно. Здесь целый ряд факторов, которые влияют сейчас на нас негативно. Но это и сворачивание розничной торговли практически на 95%. Это отмена выставок, ярмарок, презентаций, выездной торговли, что тоже на нас влияет достаточно плохо. Ну и сворачивание ряда проектов конкретно для нашего издательства или их замораживание, которые мы реализовывали в Москве. Мне стало известно вот недавно, что наш полиграф-комбинат, например, в Ярославле, тоже сейчас испытывает очень непростые времена, и в том числе даже вот книжный магазин, который находится у них там, ну, на грани закрытия, и люди на грани распуска, я так понимаю, что они пострадали в первую очередь. Вы столкнулись с тем же самым, я так понимаю, что у вас это цепочка. есть... Да, мы цепочка. находимся в одной финансово-логистической цепочке. Это, да, на переднем крае находится магазин, но сразу же за ним идут издатели, а потом полиграфические комплексы и небольшие типографии. Мы все взаимосвязаны, потому что в конечном итоге за нашу работу нам платит покупатель. За наши книги, которые мы делаем, каждый на своем участке. Угу. А покупатель, соответственно, исчез, причем начал исчезать постепенно. Вы заметили, наверное, это как вот мы, например, в кинопрокате заметили это еще с начала марта, когда поток начал спадать. Да, но мы-то так быстро не реагируем, потому что у нас, как правило, отложенные платежи, я имею в виду с розничных точек, это отсрочка платежей 2-3 месяца. Поэтому, кстати говоря, вот эти кризисные явления, они еще нас будут догонять достаточно долго, я думаю, до конца года. Даже если вот эта ситуация как-то разрулится в июне-июле, на что мы рассчитываем. Да, началось по нашим оценкам, по обратной связи с розницей в конце февраля, в марте, хотя, в принципе, и в целом-то издательский рынок, книготорговля переживает там не самые блестящие времена последние годы, вот, но эти все факторы кризисные, конечно, они еще более усугубляют ситуацию. При этом розница подавалась, как я понимаю, правительству в качестве самой пострадавшей отрасли. Пытались они подавать какое-то письмо, писали большое, и, кажется, их не одобрили. У вас нет информации по этому поводу? Да есть, почему же? Я подписывал эти письма, и мы много очень с коллегами общались. Было достаточно много попыток зайти по-разному с просьбами о том, чтобы какую-то поддержку книгоиздательскому делу оказать в этот период. Но, однако, к сожалению, мы не попали в перечень тех отраслей, тех видов деятельности, которым положены какие-либо преференции или послабления в связи с этой ситуацией. Нет ли в голове задумки делать электронный контент, например, качественный YouTube-канал? Ну, вы знаете, Владимир, добрый вечер. Дело в том, что вся эта история с электронным контентом всплывает в контексте издательской работы уже давно. Она появилась много лет назад в рамках вот этой тенденции о том, что якобы электронный контент, электронные книги, они вытесняют традиционные книгоиздания и книги бумажные. Ну, во-первых, и до кризиса эта тенденция существовала, но не в таком однозначном формате, как это принято воспринимать, в том числе там, людьми, которые не находятся внутри этого дела. На самом деле эта ситуация не такая драматичная. Вот эти все слухи о смерти бумажной книги, они, как это бывает, очень сильно преувеличены. Вот если посмотреть на те тенденции, которые были на рынке в Европе, в Северной Америке, они несколько нас опережают вот в этом развитии электронного контента, в том числе в сфере книгоиздания, то да, мы наблюдали бумообразный рост, и он длился достаточно долго. Сегмент электронных книг очень серьезно рос, но однако вот он, достигнув показателя примерно 15, где-то 10, где-то 20% в разных странах по-разному от общего объема рынка книгоиздательского, он, в общем-то, замер, и последние несколько лет он переживает такую полустагнацию на фоне роста, который был в предыдущие годы. Это с одной стороны. С другой стороны, весь этот мир онлайн, мир цифры, он послужил своеобразным вызовом
для традиционного книгоиздания и это послужило своеобразным катализатором для появления новых концепций, новых форматов, новых подходов. И по большому счету, да, мир бумажного традиционного книгоиздания достаточно серьезно под воздействием этих всех факторов изменился, но во многом и в лучшую сторону. Появилось очень много интересных проектов, стоит только съездить на какую-то крупную международную книжную ярмарку, особенно там в дальнее зарубежье, чтобы в этом убедиться. Выходит очень много всего. И я думаю, что вот эти все тенденции, которые мы наблюдали до кризиса, они вот сейчас в момент кризиса еще в большей степени приобретают свое ускорение. И как это, может быть, не парадоксально прозвучит, мне почему-то кажется, что сейчас для всех форматов оффлайна наступает, быть может, какие-то новые и, скажу вещь, может быть, парадоксальную и неожиданную, но благоприятные времена. Дело в том, что цифры онлайн, они постепенно, шаг за шагом за последние годы, а сейчас это все более серьезным темпом происходит, превращаются в рутину, в часть нашей абсолютной повседневности, особенно для людей молодого поколения. А вот то, что является офлайном, приобретает какое-то новое измерение, новую ценность. И я думаю, в этом плане и книги в том числе, они сейчас получат дополнительную возможность для своего развития. Единственное, что, конечно, накладываются гораздо более серьезные требования к издателям, к авторам, ко всем тем, кто делает книги, с точки зрения требований по качеству, по тому, насколько хорошо ты делаешь свой продукт. Потому что аудитория становится все более узкосегментированной и все более и более взыскательной. В феврале месяца рынок пошел на спад по всем статьям, а потом и вовсе остановился во многих отраслях. Как в итоге вы встретили этот кризис? Что происходит у вас сейчас? Ну, у нас отрасль, конечно, не такая, которая сразу реагирует на изменения потребительского спроса, да, у нас энергетика, от энергии у нас пока никто не отказывается, в том числе свет у всех горит, и работают и телевизоры, и все остальное. Наоборот, я думаю, что усиливается нагрузка вот на энергетический сектор. Поэтому в целом как бы мы работаем уже по наработанным тендерам с прошлого года. И, соответственно, вот только и в феврале отгрузили, да, там достаточно большой объем продукции. То есть мы не останавливались. То есть мы не останавливались ни на один день. Это потому что, во-первых, у нас, ну, чтобы остановить печи, да, которые делают печатные платы, потребуется достаточно длительное время на их консервацию. Плюс у нас есть оборонзаказ, наша продукция ставится на военные корабли, поэтому мы тоже здесь не можем выйти из этого договора. И, соответственно, мы еще обслуживаем спецтранспорт в целом, который как раз нашу энергосистему все обслуживает, чтобы у всех горел свет и у всех было электричество. Поэтому мы не имеем права просто останавливаться. Естественно, спрос, на данный момент заявки чуть уменьшились, но мы за каждого клиента будем бороться с удвоенной силой. Поэтому работаем в усиленном режиме. Свой коллектив, вы никого не отправляли ни в какие отпуска, оплачиваемые, там, неоплачиваемые, никого не сокращали, все работает в том же режиме? Или как-то оптимизировали? Нет, сокращали, конечно, мы никого не сокращали, наоборот, у нас идет динамика роста, всегда примерно 1-2 человека мы набираем в месяц. Вот. Ну, естественно, кому за 65 лет у нас сейчас находится на самоизоляции. Вот. Мы организовали всем сотрудникам доставку, всем раздаем средства защиты. Вот я даже показываю вот такие индивидуальные конвертики, в которых находятся перчатки, необходимое количество масок на каждый день. И, соответственно, как бы делаем все возможное. Ну, в целом никого не сокращали. Вот все для этого делаем, чтобы оставить коллектив на том же самом уровне. И люди работают вот в итоге в масках, в перчатках, и никто не заразился, и все полноценно трудятся. Да, я надеюсь? Слава Богу, Все, да, слава Богу, да. Пока никто не заразился, все обрабатываем, все ручки. Ну, то есть, что написано в Роспотребнадзоре, стараемся соблюдать. Конечно, не всегда это получается. У нас все-таки и менеджеры работают с телефоном, и сложно представить себе, как это делать
в масках, да, как бы, но стараемся соблюдать дистанцию, сделали режим питания, чтобы ну, не было какой-то толпы там у нас в комнате приема пищи. То есть, ну, максимально все, что можно сделать, делаем, а уж что получится, ну, что получится, будем надеяться на лучшее. Что с комплектующими материалами и материалами, насколько локдаун отрезал от поставщиков из стран Юго-Восточной Азии? Ну, у нас доля материалов, вообще у нас же закупка идет за полгода, то есть мы эти полгода закупились в ноябре прошлого года. Вот сейчас мы формируем следующее полгода, то есть у нас производственный цикл это 6 месяцев, ну, по большинству оборудования. Соответственно, вот сейчас мы формируем новые полгода, и есть у нас, естественно, какие-то там торможения, да, в этой связи, но в целом у нас не так много доли комплектующих в целом в оборудовании. У нас там 20%, 25% от цены изделия. Вот. И многие позиции, естественно, мы закупаем, ну, на длительные, они у нас хранятся на складах. То есть вот мы не так быстро реагируем на изменения. То есть, возможно, к концу года, да, к октябрю мы увидим вот эти негативные все влияния. То есть сейчас мы пока догоняем. Пока, ну, заметно, но не настолько сильно, чтобы мы останавливали какие-то производственные линии. Сейчас все кинотеатры закрыты. Да. Как и везде, разумеется, по всей стране. Ну и вы встретили этот кризис, ну, в каком состоянии? В боевом? Ждали ли вы такого внезапного привета или как? Да, ждали внезапного привета, потому что я почему-то ждал, что привет прилетит, потому что какое-то было внутреннее ощущение, вот когда смотрели все китайские эти события, да, вот, и когда там все закрывалось, мне почему-то очень сильно казалось, что к нам это тоже придет. Ну, потому что самолеты летают, китайские граждане к нам курсируют, да. Курсируют, ну и вот мы как-то, ну, конечно, знаешь, как всегда готовишься, но когда пришло, все, были абсолютно не готовы. Как всегда, да, это очень по-русски, все нормально. Смотри, вы первым образом попали в новости, когда выяснилось, что ты, я так понимаю, ты лично инициировал проект «Синие маски». Вы стали шить те самые маски, дефицит которых возник резко с первых же дней пандемии, прямо в кинотеатрах. Откуда эта идея? Как вы это реализовали вообще? Расскажи. Ну, как бы, я в первую очередь не киношник, да, а в первую очередь бизнесмен, да, и понимаю, что, ну, точнее, мне нравится больше слово предприниматель, да, предприниматель как-то по-русски звучит. Вот, и у меня хорошее бизнес-образование, и, соответственно, я понимал, что если люди не хотят в определенный момент потреблять или не могут, да, по каким-то причинам потреблять некий товар или услугу, то, значит, соответственно, они должны потреблять где-то в другом месте, потому что спрос просто так не заканчивается. Ну, если у вас есть деньги, вы должны их будете тратить. Они сразу одномоментно не выключаются. То есть так нельзя сказать, что бог, и все, и сразу все деньги мира отключились, и больше они не работают. Вот, поэтому нужно было сделать просто другой ларек, куда люди выстроятся в очередь за другим товаром или услугой. Ну, так оказалось, что мы немножко проанализировали, что могут покупать в этой ситуации, да, ну, оказалось всего два товара. Это санитайзеры и маски. Санитайзеры как-то у нас, мы понимали, что нам тяжело будет, потому что там проблема, ну, производства, ну, химия это сложнее гораздо, конечно. Да. Вот, поэтому мы выбрали путь масок. Оказалось, что там у наших сотрудников, у очень многих там есть швейные машинки, и они готовы за такую справедливую цену, там 40 рублей, мы оплачиваем 40 рублей за пошив одной маски, вот, они готовы вот, работать в этих условиях, в которых сейчас весь мир оказался. Все понимают, что на войне как на войне, поэтому надо хоть чем-то кормить свои семьи, и поэтому... Вот, собственно, вот как-то такая вот история. Скажи, пожалуйста, а как вы наладили в итоге реализацию? Это же самый важный вопрос после производства. Нужно же как-то было договориться с аптеками, не аптеками, магазинами. Через что вы продавали? Ну, первый месяц у нас пошла только розничная сеть.
розничная сеть пошла, то есть розничная сеть, розница через сайт. Онлайн-продажи. И, да, Онлайн-продажи. мы сделали сайт, слепили там его на тильде, там тык-тык-тык-тык. Ну, у нас такой хороший IT-отдел, и он, в принципе, понимал, как это. То есть фактически, ну там, человек, который занимался у нас покупкой попкорна, он начал заниматься закупкой материалов для масок. Там, весь маркетинг, который хорошо умел продавать билеты, там, завлекать зрителей в кино, он начал заниматься тем, что привлекать людей на сайт Синемаски. То есть контекстная реклама, таргетинг в соцсетях, там, группы завели. Ну и вот эти вот правдивые истории о себе. То есть я еще сразу заявил, что это не коммерческий проект, то есть я с него сам не хочу заработать. То есть социальный ориентированный проект. Конечно, только для того, чтобы мои сотрудники работали, они приносили какую-то пользу обществу. Да? Тем более сейчас ситуация очень сложная в стране, и поэтому от каждого нужно там что-то, чтобы он давал какой-то положительный эффект. Эффект для экономики в том числе. Так, скажи, а бренд Синемаски ты придумал сам? Это крутая фишка, ну просто, сам понимаешь, игра слов, вот это все, это настоящий маркетинг. Игра слов такая небольшая совсем, она такая примитивная. Маск, синема, ну как-то она, знаешь, не очень сложно. Знаешь, 4 буквы, какой-то слоган придумать не очень сложно. Времени, чего сейчас, а времени очень много. Весь управленческий офис у нас в Калининграде управление находится, управляющая компания. Вот, и она, соответственно, там 14 человек сидят, хороших специалистов, которые могут там за неделю открыть автокинотеатр, что, собственно, они сделали. Ну и вот такая вот история. Вот смотри, сегодня, например, Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации, ответила на вопрос про автокинотеатры. Она сказала дословно следующее. Тема открытия автокинотеатров пока не проработана, требуется решить санитарные вопросы. А вы их решили, Павел? Спрашиваю я в лоб. Ну, смотрите, как происходило дело. Надо отдать должное руководству нашей области. То есть они вот не побоялись и взяли на себя ответственность. По сути, по большому счету, то есть они могли сказать... То есть мы сначала у них спросили, то есть, а можно ли нам открыть автомобильный кинотеатр? И на что там сначала поддержал министр культуры Андрей Ермак, и потом, я так понимаю, что было совещание, это доподлинно мне неизвестно, но я так понимаю, что так было совещание у губернатора, и, соответственно, Антон Алиханов тоже поддержал эту инициативу. Магазины для любви и здоровья, как мы их именуем, только так и никак иначе. Студия тренингов для взрослых – это как раз-таки наша площадка, на которой мы обучаем взрослых людей, собственно, от А до Я, как должен вести себя взрослый человек. Взрослый, счастливый, гармоничный человек. От А – это от разговоров с детьми об этом, и, собственно, до счастливых, гармоничных отношений в семье. Что можно сказать? Да, конечно, мы не товары первой необходимости, хотя здесь бы я могла бы даже возразить в некотором роде, потому что если ты начинаешь пользоваться хорошими продуктами для своей качественной сексуальной жизни и хорошего здоровья интимного, очень трудно тебе их не покупать, потому что ты привыкаешь к хорошему, как ко всему хорошему, чем мы окружаем свою жизнь. Кризис, конечно же, мы ощутили его, и как все. И некоторые торговые центры попросту закрылись, и мы вместе с ними. А сколько у вас было точек в итоге по городу? 4 торговые точки. Онлайн-площадка наша, наш интернет-магазин. Одна торговая точка закрылась вовсе, это торговый центр «Лабиринт». Далее во Флагмане мы работаем как пункты выдачи заказов.
На нашей студии с отдельным входом мы работаем как пункт выдачи заказов. Конечно же, коллективные какие-то тренинги и мероприятия все у нас закончились. Это ну, как бы целесообразная такая мера. Зато у нас появилось прекрасное местечко для проведения наших прямых эфиров и консультаций онлайн. То есть вот сейчас ты как раз там находишься, я так понимаю? Да, потому что тренингов нет, и тренера к нам не приходят, и люди, конечно же, нас не посещают, потому что мы работаем только на выдачу заказов. У нас есть интернет-магазин, и мы обязаны осуществлять наши заказы и наши обязательства перед людьми. Они делают заказ и хотят его, например, самовывести или получить курьерскую доставку. Это мы обязаны им предоставить. Тренинги, которые вы делали раньше в офлайне, вы не адаптировали их под онлайн разве? Это же не сложно? Это все в процессе. Это как бы кажется только со стороны несложно. Когда делаешь хорошо и качественно, старательно, это достаточно трудоемко. Этого продукта у нас не было. И нельзя его вот так вот тяп-ляп и готово, и дать, нате, берите, кушайте, пожалуйста, что смогли. Тут состряпали вам из того, что было. Мы потратили на это определенные усилия. Не ели, не спали какое-то время. Понятно. Ну да, этот продукт готов. Мы его пока запустили в бесплатном варианте. Он доступен всем. И сейчас он как раз в таком тест-драйве. В тестовом режиме. Где-то в пабликах разместили, в Инстаграме, где происходит? Конечно, да, он на Инстаграм-площадке проходит. Да, рекламируемся своими силами, без таргета, потому что денег на таргет нет. Я не скажу, что мы так же, как рестораны, полностью закрыты и вообще не ведем никакой деятельности. Мы работаем. И от того, как качественно вы работаете сейчас в кризисное время, зависят ваши результаты. Мы прямо, сплотились по полной. Ну и, как я понимаю, ситуация ведь в психологическом смысле в обществе сейчас как раз несколько напряжена, и именно поэтому ваши услуги могут быть очень востребованы. Вот сделать на этом акцент, наверное, сейчас приходится? Мы делаем на этом акцент, что позаботься о себе, о своей психике и дай своему организму возможность все-таки разрядиться, немножечко кайфануть и чуть-чуть разгрузить мозг от того, что ты будешь постоянно принимать участие в этих обсуждениях, вариться в этой ситуации, тебе легче не станет. Труднее, да, тяжелее, да, эмоционально накаленней, да, легче нет. Я так понимаю, что часть продукции сейчас ведь также может где-то застрять, не выпускаться. Вы можете потерять, условно говоря, поставщиков. Сейчас весь бизнес страдает от таких вот разрушенных связей с контрагентами. Как вы решаете этот вопрос? Может быть, импортозамещение какое-то включилось после того, как иностранные игрушки перестали быть доступными на территории СНГ? Очень хороший вопрос, Андрей. Как мы справляемся? Во-первых, мы очень запасливые люди. Мы запаслись. Это абсолютно по наитию, чистая интуиция. Во-вторых, мы очень коммуникабельные, и у нас выстроены классные взаимоотношения с нашими поставщиками, которые тоже, в свою очередь, очень запасливые люди и очень интуитивные. Трудностей с товаром у нас нет. Абсолютно никаких. Трудностей с отсрочками, взаимопониманием и вовремя приходящими денежными средствами тоже нет. Все друг друга понимают. Вот у нас в нашей сфере царит такая мир, дружба, жвачка, взаимопонимание, любовь и поддержка. И даже партнеры не то что не сердятся на нас, они присылают нам подарки для того, чтобы просто поддержать и повысить нам настроение. Рассчитываете ли вы, последний будет, наверное, один из вопросов, на какую-то поддержку от государства вот нашего? Как же без него? Мы не можем не упомянуть. Предприниматели вынуждены сейчас кого-то просить о помощи. Но скажу вам честно, скорее нет, чем да. Поскольку я, увидя вот эту вот тему про МРОТы, сразу же ознакомилась со списком АКВЭДов, и увидела, что мы вовсе не пострадавшая область, и АКВЭД наш основной деятельности не подходит, и его нет в списках. Ну что же, я подумала,
чего и следовало ожидать. Тем не менее, смотрите, в акведах нашего списка, в списках акведов нашего акведа нет. Работать мы не можем. Товары наши не являются вот этими, которые можно продавать, вот этими необходимыми товарами. И тем не менее, проверяют нас регулярно и говорят нам каждый раз: ай-яй-яй, закрывайтесь-ка вы, нарушители злостные, работающие в такое тяжелое для страны время с особым цинизмом. Понимаете? Понимаю. Вот. Даже тут инцидент у нас был неприятный такой, что пришлось и в полицию сходить, и объяснение дать, и даже сказали, что будет суд. Ну, в смысле, вы попытались работать? Мы же работаем, там человек присутствует. Курьеры приходят, забирают заказы. Люди, когда делают онлайн-заказ, они имеют полное право сказать: извините, курьерская доставка мне не подходит. Я хочу сам прийти и забрать свой заказ. Вот, такое это обязательно. По одному, там, 2 метра, маски, противочумный костюм, гамаши на ноги, противогаз, ну, все что угодно. Но я хочу забрать сам, мне не нужно домой, спасибо. И человек имеет это право полное. Но органы, которые осуществляют проверки, они всячески пытаются нас вывести на продажу и провоцируют нас. И делают всяких... То есть они не приходят и не говорят: здравствуйте, я человек из мэрии. Они говорят: милая, продай вазочку. Знаете, как на рынке Это цыгане. провокация, да, это понятно. мы считаем провокацией, да, это некрасиво, это, ну, как-то подло даже. А потом следом, после продажи, заходят представители власти и говорят: ну, как не стыдно вам? Ну и все в этом духе. Но Да, это ну, уж вообще, товарищи, суть никуда не понятна. годится. Не поддерживаете, как бы, ну хотя бы оставьте в покое, дайте спокойно это жить, выжить. Спокойно выжить дайте.